Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей, я основатель компании Lotus. Свой первый биткоин я купил еще в 2015 году по совету своего друга Юрия. С тех пор прошел все фазы рынка и глубоко изучаю мир DeFi. Но перед тем, как перейти к сути, я хотел бы вместе с вами взглянуть в хронологию событий, чтобы мы могли ответить на вопрос, почему именно Lotus. Итак, в 2009 году появился биткоин. Первая криптовалюта с лимитированной эмиссией, с удобными транзакциями, где пользователи могут быстро переводить средства с одного кошелька на другой, или же, можно сказать, с одной стороны в другую страну, оплачивая минимальные комиссии и тому подобное. Но стал главный и самый болючий вопрос, а где и как купить? И это на самом деле была очень большая проблема. Так начали появляться первые централизированные криптобиржи, такие как MTGOX, Bitstamp, Kraken и другие, которые, конечно же, и есть по сей день. Вот. Они как раз таки и создали условия, где человек может без проблем купить или продать свой актив. То есть принести евро, обменять их на биткоины, да, или принести доллары, обменять их на биткоины, или биткоины обменять на доллары или на евро. Соответственно, они создали удобство для рынка. И тем самым это хорошо повлияло к следующему важному шагу – принятию цифровых активов. После стремительного роста биткоина разные разработчики начали создавать свои криптомонеты с своим каким-то уникальным применением, да, или просто начали улучшать то уже, что существовало в биткоина. Тем самым началась настоящая гонка. И мы можем вспомнить Litecoin, это серебро крипторынка, где его транзакции были быстрее и дешевле, да, или тот же Dogecoin, Monero, Zcash, Ethereum, да, и, соответственно, индустрия начала зарождаться. Активы приумножались в десятки, а то и в тысячи раз. Деньги переходили с одних рук в другие, а информация распространялась по всему миру. После такого бурного роста начался следующий этап. Этап накопления, так как цены уже попадали и рынку необходимо было передохнуть. А вот чтобы создать следующий импульс, надо было что-то свежее, что-то новое, то, чего раньше не было. И как раз таки, если вы помните, это пришло время ICO. По сути, это возможность покупки токена до того, как он выйдет на биржу. И в 2017 году произошел прям взрыв, революционный взрыв. Потому что проекты могли обойти традиционные фонды и получать большие инвестиции от розничных инвесторов. А розничные инвесторы, в свою очередь, имели возможность заходить на самые ранние стадии и тем самым делать большие проценты. И такие компании, как Filecoin, Tezos, они собрали просто сотни миллионов долларов. Мы не успели оглянуться, как мы оказались на бычьем цикле. Токены летят вверх, деньги переходят с одних рук в другие. Начинается настоящая фаза радости, эйфории, жадности, ну и, конечно же, по итогу разочарования, да, потому что мы понимаем, что все циклично. Но только вот в этой фазе уже рынком заинтересовались регуляторы. И в 2018-2019 годах начались масштабные проверки криптобирж. Им запретили принимать анонимные транзакции, вынуждены получать новые лицензии, и, соответственно, заставлять пользователей проходить идентификацию и проверку средств, которые они заводят на рынок. К тому же многие биржи разрешили маркетмейкерам торговать без комиссии, имитировать активность на бирже и поднимать стоимость токена, что в свою очередь давала возможность манипуляции ценой, да, потому что реальных объемов не было, цена рисовалась, ну и, соответственно, итог как бы понятен. И после проверки, как бы это печально ни звучало, многие биржи ее не прошли, потому что денег на самом деле не было. И я считаю, что это ключевая проблема, которая была на рынке. И как раз таки благодаря Uniswap, децентрализированному протоколу, который появился, данная проблема была решена. В отличие от централизированных бирж, Uniswap предложил полностью децентрализированный протокол, который помогает пользователям меняться токенами, активами без посредников с помощью автоматического маркетмейкера. Это решило просто кучу проблем, которые есть на централизированной бирже, а именно, например, запуск нового токена на децентрализированной бирже бесплатный, а в централизированных биржах вам приходится платить просто сумасшедшие деньги.
Средства хранятся только у вас, потому что приватные ключи есть только у вас. Не так, как на централизированных биржах, потому что когда вы деньги заводите на централизированную биржу, вы по сути отдаете их кому-то и в надежде на то, что вы их вернете в тот момент, когда вам это надо будет. Вот. А когда вы торгуете на децентрализированных биржах, все активы хранятся только у вас. Не требуется верификация. Вы в любой момент можете увидеть, сколько токенов находится в пуле ликвидности. И это на самом деле очень важные факторы, которые сопутствуют тому, что ликвидность с каждым разом все больше и больше будет переходить на децентрализированные биржи. И по сути это то, что мы наблюдаем. Параллельно с ростом DEX начали развиваться некастодиальные кошельки, такие как MetaMask, Trust Wallet. Почему? Все очень просто. Они как раз таки дали возможность подключаться к децентрализированным биржам, создавать кошелек, хранить активы и иметь личный доступ, где нету посредников, где только вы имеете право завести, вывести, и никто сторонний к вашим средствам не имеет никакого отношения. После волны ICO рынок нашел новый способ привлечения средств – IDO. IDO – это возможность покупки токена до того момента, как он выйдет на децентрализированную биржу. И, соответственно, проектов было много, и создались такие лаунчпады, которые отображали токены, которые собирают деньги. Вот. И, соответственно, это дало возможность пользователю найти любой проект на его усмотрение, который ему нравится, и внести свои кровные инвестиции в надежде на то, что этот токен вырастет. Но чтобы попасть в аллокацию, нужно было еще очень хорошо постараться, потому что конкуренция была высокая и шансы не всегда равны, так как создавалось огромное количество ботов, которые просто забирали часть аллокации на себя. На рынок вышло множество проектов, которые сделали феноменальные результаты и буквально за пару дней. То время поистине можно назвать золотым веком DeFi, так как капитализация достигла своих максимумов. Торговля была активной, захватывающей, но неудобной. Децентрализированные биржи дают возможность обменять одно на другое, но не отображают исторический график, где ты можешь увидеть, как развивался токен, и какие когда объемы были и тому подобное. Поэтому на рынок вышли компании, которые закрыли данную боль и, соответственно, получили вознаграждение в качестве миллионов пользователей. Это DexTools, DexScreener, PooCoin, Upspace и другие компании. Они также дали возможность видеть количество ликвидности, локи, какая капитализация компании и много других факторов. Благодаря им трейдерам стало проще торговать на децентрализированных биржах, но это не решило все равно все проблемы. А какие именно? Это лимитные ордера, take-профиты, стоп-лоссы, быстрые покупки. И, соответственно, тогда на рынок вышли снайпер-боты, такие как Banana-бот, Maestro-бот, Adam-бот и другие. Вот. Они помогли пользователю не сидеть за компьютером 24/7, а человек просто себе выставляет take-profit, стоп-лосс и ждет, когда дойдет цена. Вот. Или же, например, человек хочет максимально быстро купить токен, как только он выйдет на рынок. И данные инструменты дали такую возможность. И, соответственно, получили товарооборот в сотни миллиардов. И, конечно же, параллельно с этим развивались аудиторские компании, которые очень необходимы для данного рынка. Потому что децентрализированные биржи сделали свободный доступ листинга токенов, и их просто выходит сотни тысяч, огромное количество. И проблема в том, что 95% из них это скам в исходном коде контракта. То есть там, где человек уже заранее, покупая этот токен, проигрывает. И на самом деле это большая боль и большая ниша, которую частично пытаются закрыть такие компании, как GoPlus, QuickIntel, Honeypot.es. Также важно упомянуть о том, что после ICO началась новая эра мемпадов. И флагманом данного направления является площадка PopFun. Что они сделали? Они дали возможность пользователю генерировать контракт, то есть создавать токен просто в пару кликов. То есть любой человек без технических знаний может запустить свой токен. Это привело к наплыву новых токенов, которые по факту под собой не несут никакой ценности. И, соответственно, с каждым разом проектов становится все больше, и инвестор попросту не понимает, что является хорошо, а что является плохо. И как раз благодаря своей мультифункциональности Lotus
помогает разобраться в этом хаосе новых токенов на DeFi и понять, как покупать, что покупать, почему, на что стоит обращать свое внимание, на что нет. Потому что если мы посмотрим хронологию событий и то, к чему мы пришли сейчас, то мы понимаем, что ликвидности с каждым разом будет становиться все больше и больше. Потому что это открытый, свободный рынок без посредников. А чтобы углубиться в детали функциональности Лотуса, предлагаю перейти к следующему видеоролику. Всем большое спасибо и до скорых встреч.